Bluetooth наушники открытого форм-фактора со стильным и футуристичным дизайном, топовыми материалами, динамическими драйверами 17 на 12 мм, поддержкой кодека высокого разрешения LHDC, улучшенной конструкцией для уменьшения утечки звука, 4 микрофонами с шумоподавлением на базе искусственного интеллекта, временем автономной работы до 7,5 часов на одном заряде наушников и до 38 часов вместе с боксом. И это только малая часть того, что можно прочесть в рекламе к наушникам под названием Xiaomi OpenWare Stereo. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляется эта модель в небольшой белой коробке из плотного картона. На ней есть название, изображение и краткая характеристика модели. Упаковка выглядит хорошо и стандартно для Xiaomi. Все упаковано надежно. В комплекте мы имеем бокс, наушники, кабель для зарядки с USB-A на Type-C и краткое руководство пользователя. Вес бокса 69,5 грамма, а вес одного наушника 9,7 грамма. Габариты бокса не маленькие, 105 на 55 на 26 мм, да и наушники не компактные, 55 на 16,8 на 11,4 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю смартфон Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов, и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в телеге. Даже если не хотите участвовать, знайте, любой ваш комментарий и лайк очень сильно помогает проекту. Огромное спасибо всем, кто поддерживает его. В прикрепе мой телеграм-канал с промокодами на Алиэкспрессе, не забудьте туда подписаться, это тоже необходимо для розыгрыша. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к наушникам. Начнем. В продаже есть белая и серая расцветка. Изначально поговорим о зарядном боксе. Изготовлен он преимущественно из рельефного пластика, а по центру имеется зеркальная вставка. Внешний бокс выглядит довольно интересно и аккуратно. Также на корпусе можно заметить надпись Xiaomi, разъем для зарядки Type-C и выступ для удобного открытия крышки, в котором спрятали LED-индикатор. Форма бокса овальная, собран он хорошо, но люфт у крышки все-таки присутствует. Бокс не компактный, в кармане он слегка мешается. Открыть одной рукой бокс можно, но не сказал бы, что это делать удобно. Шарнир пластиковый и хлопок звонкий, но не раздражающий. Внутри бокса расположили кнопку сопряжения, 2 глянцевых горизонтальных места под наушники, по 2 контакта для зарядки в каждом. Наушники в боксе слегка гуляют, но если попытаться вытряхнуть наушники из бокса с открытой крышкой, то необходимо будет приложить немало усилий. Переходим к наушникам. Внешняя часть наушников зеркальная с надписью Xiaomi, внутренняя часть выполнена из матового пластика, как и концы заушины, а сами заушины, по всей видимости, силиконовые с гибкой проволокой из никель-титанового сплава. Дизайн своеобразный и запоминающийся. Выглядят они круто, но не скажу, что лично мне нравится решение с зеркальными вставками с внешней стороны наушников. Несмотря на это, собрана данная пара хорошо, да и материалы тактильно приятные. Однозначно их необходимо примерять, так как, к примеру, лично мне они доставляют легкий дискомфорт. Сами заушины никак не регулируются. Во время пробежки наушники не спадают, но лично мне приходилось их поправлять. Также из-за открытого типа наушников проходящие мимо люди могут слышать то, что играет в наушниках. Конечно же, все зависит от громкости и окружающего шума, но в данной модели утечка звука не столь значительная, как в других моделях подобного форм-фактора, который я тестировал. Далее на корпусе расположили по 2 микрофона на каждом наушнике, контакты для зарядки, 2 сенсорные области для управления, из нажатий на борту регулировка громкости, плей-пауза, переключение треков, ответ-сброс вызова и вызова голосового ассистента. Команды не сопровождаются системными звуками, на тапы откликаются наушники отлично. Удобно, что в приложении можно полноценно настроить управление, ложное срабатывание не редкость, но если выключить одиночный тап, то в целом их не будет. Летим дальше. Форм-фактор наушников открытый, оснащены они динамическими драйверами 17 на 12 мм, по кодекам есть поддержка AAC, SBC и LHDC. Но по непонятной мне причине включить кодек LHDC в паре со смартфоном OnePlus 10T у меня не вышло, при том, что другие наушники с этим кодеком без проблем работают в паре с этим смартом. Получается, Xiaomi еще не адаптировала данную модель. По одному наушники работают и переподключение бесшовное. Наушники автоматически подключаются после открытия крышки бокса с ранее сопряженным устройством, мультипоинт на борту, что удобно, плюс есть поддержка экосистемы HyperOS. Далее, емкость аккумулятора бокса 780 мАч, а одного наушника 60 мАч. Полный цикл зарядки бокса занимает 2 часа 20 минут, а наушников от бокса около 1 часа 30 минут. Беспроводной зарядки не завезли, отыграли наушники на 70% громкости, по кодеку LHDC 5 часов 30 минут, а с боксом около 27 часов. Автономность хорошая, и, как по мне, ее должно хватить большинству пользователей. Водонепроницаемость только у наушников класса IP54, я, разумеется, их окунул в проточную воду, по итогу наушники никак не пострадали, что очень сильно даже радует, но я вам не советую подобным заниматься. Максимум они защищены от мелкого дождика или от пота.
круто. Далее, для полноценного использования нужно установить приложение Xiaomi Earbuds. В приложении с подключенными наушниками мы видим заряд наушников и бокса по отдельности ко всему в процентах. Далее есть настройка управления, вкладка с 3 предустановленными эквалайзерами, а также функция адаптивной регулировки громкости. Эквалайзеры неплохие, но лично мне стоковое звучание больше импонирует. Минус за то, что нет кастомного эквалайзера. Функция адаптивной регулировки громкости работает хорошо, но лично я очень редко использовал ее, так как куда проще самому регулировать громкость. Далее в приложении есть бета-функция, которая на данный момент не работает, вкладка с мультипоинтом, поиск наушников и обновление прошивки. Мне, к слову, уже прилетало обновление. Летим дальше. Bluetooth версии почти последней, 5.3. Связь с устройством наушники держат хорошо, через одну стену не отваливались, как и через две. Ко всему я не встретил фризов на улице. Задержка на YouTube незаметна, а в играх задержка слегка заметная, но играть в принципе можно. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны с шумоподавлением на базе искусственного интеллекта отрабатывают неплохо, сильного перегруза нет, да и голос в целом передается без сильных искажений. Но микрофоны однозначно не топовые. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов в беспроводных наушниках Xiaomi OpenWare Stereo, и насколько они хороши, вы слышите сами. Напоминаю, что лучше взять для того, чтобы разговаривать, какие-нибудь шнурки из разряда Huawei FreeLace 2 Pro, первые Huawei FreeLace или благополучным образом Oppo M33, они супер дешевые, или OnePlus-овские, но желательно подождать новые. А здесь микрофоны довольно далеко, но отрабатывают в принципе как и у всех, если кратко. Звучание. Я тестировал его как с кодеком AAC со смартфоном, так и по кодеку LHDC. Запас громкости хороший, лично мне было достаточно 70% громкости на улице, при этом, разумеется, окружающий шум не мешал. Середина хорошо проработанная, прямо был удивлен. Высокие звучат отчетливо и выразительно, каши я не обнаружил. Низкие частоты из-за особенностей форм-фактора наушников не имеют какого-то объема или мощности, как в вакуумных наушниках. Но не все так плохо. В общей картине все довольно хорошо. Специфическая модель, их однозначно необходимо примерять и слушать, а также вы должны понимать, что звучание будет приближено к наушникам форм-фактора вкладыши. Минусы. Нет датчиков приближения, нет беспроводной зарядки бокса, нет фиксированной регулировки заушен, зеркальная внешняя часть наушников и кодек LHDC не адаптирован на данный момент. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. В телеге скидок скоро будет весело, потому что 14 числа начинается распродажа на Али. Обычно в это время много приятных и вкусных цен. Ждем опять Poco X6 Pro, который разыгрывают до 20 тысяч, чтобы я снова мог закупиться. Резюмирую, Xiaomi OpenWare Stereo отличное устройство в плане реализации, но учитывая стоимость, я не особо в восторге. Красиво, стильно, футуристично, да и по звучанию все достойно, но не за эту цену. Для начала можно было бы посмотреть и попробовать модель Anker Soundcore V30i, она дешевле. По звуку она тоже хороша, но функционал слегка проще. Плюс есть подобные наушники у OpenRock, тоже неплохие. Я с инами долго пользовался. Или те же хотя бы, если спортивные, X20, X10 смотреть. В общем, вариантов много. Xiaomi сделала дорого, красиво, но вопрос, всем ли это подойдет. От меня девайсу максимально скромная да. Подписывайтесь на канал с колоколом. Огромное спасибо за просмотр. Добра и удачи вам, дорогие друзья.